Друзья, сегодня у меня для вас не совсем рукодельная тематика, но я надеюсь, не менее интересной она окажется для вас. Я хочу вам рассказать про весенние апрельские огурцы. Да-да-да, вы не ослышались, я хочу вам рассказать про такое удивительное растение, которое мы выращиваем у себя на огороде, но в принципе его можно посадить где угодно, даже в горшочке. Это молодила, так называемое молодила. Вы наверняка знаете его под названием суккуленты. Вот такие вот пучки. Вот эта вот весенняя пересадка у меня здесь в тазу. Маленькие детки от большого молодила, который у нас растет здесь под детским комплексом. Вот, посмотрите, это материнские розеточки. Вот такое вот прекрасное молодило, которое совершенно съедобно и очень-очень полезно весной. Вы берете молодило и вот так вот аккуратненько выкручиваете из него листочек. Вот так вот достаете листочек. Листочек можно помыть, но я полила и пролила уже все молодило сейчас чистой водой, поэтому можно есть его прямо, так сказать, с грядки. Такие вот мясистые листочки, железистые, похожие на алоэ. Видите, какой у него внутри интересный внешний вид? Интересная текстура. На вкус молодило напоминает огурец и щавель, наверное, такая приятная кислинка. Собака тут ожидает. Кушай, молодец. Игорь тоже у меня кушает молодило. Очень классно в салатах, очень классно в супах, ну и просто свежая такая вот первая весенняя зелень, которая растет уже буквально после того, как сойдет снег. Молодило очень полезное, очень вкусное, легко растет, является почвопокровным растением, его можно посадить и в качестве отмостки возле дома, вокруг елочек, вдоль забора, где угодно. Другая трава расти не будет, а будет расти вот такое прекрасное молодило. Кстати, на солнышке оно приобретает такой красноватый цвет, а в тени оно является абсолютно зеленым. Также можно выращивать молодило и в горшках, и в ящиках у себя дома. Растет оно, повторюсь, очень просто, размножается очень быстро, и это кладезь витаминов. Хочу поделиться с вами еще одним интересным фактом про молодило. На самом деле называется оно так не из-за своих каких-то особенных свойств в омолаживании организма. История эта пошла с крестьянских времен, когда бедные слои населения к марту-апрелю уже истощали свои запасы овощей, продовольствия, и им нужно было что-то кушать. После того, как с опушек сосновых лесов сходил первый снег, появлялось вот это вот самое молодило. Оно и под снегом остается зеленое, поэтому при желании можно еще и под снежным покровом его найти. Но те крестьяне, которые употребляли салат из молодила, это была основная весенняя пища у бедных слоев населения, как оказалось, спустя какое-то время начинают выглядеть лучше, моложе, свежее, потому что это растение содержит огромное количество минералов и витаминов, и употребляя его ранней весной, вместо лежалых овощей люди становились внешне здоровее, употребляя вот такой вот салат. Обычно его делали просто с солью, там, с маслом, с какой-то кисломолочкой замешивали, резали как огурцы, смешивали и, в общем-то, это употребляли в пищу. Вот такие интересные, незатейливые факты про такое простое огородное растение, которое называется молодило. Часто, наверное, вы его встречаете на клумбах и в городе, и в сельской местности. Пожалуйста, обратите на него внимание, используйте его в качестве добавки витаминной к пище и будьте здоровы!